Залетаем на новый обзор фонарика Minix 3 SE от Trustfire. Почему он сегодня на обзоре? А все потому, что я вот такой вот версией Minix пользовался около 3 лет. Он мне понравился. Он работает, он не сломался и, в общем-то, он меня полностью устраивает. А это, скажем так, более крупная EDC-версия. Была также версия изначально Minix 3. Вот таким образом она выглядела. Она, кстати, на мой взгляд, даже более функциональная. Также есть Minix 3 Pro. Туда напихали чуть-чуть побольше светодиодов, а Minix 3 SE, на мой взгляд, максимально строгая версия, в ней ничего лишнего. Есть ультрафиолет, есть белый свет, есть лазер. Итак, у нас версия Midnight Blue ультрафиолетовая, есть еще красная. Почему ультрафиолет? А потому что ультрафиолет может быть плохим, может быть хорошим. А красный свет, он как бы может быть просто ярким или не ярким. Итак, яркость 1200 люмен, аккумулятор 1500, светит на 130 метров, весит 90 грамм. Давайте проверять. Что мне нравится у Trustfire, это максимально минимальные упаковки. Здесь даже, я бы сказал, большая упаковка, как для Trustfire. Итак, у нас есть в комплекте вот такая вот инструкция. Откуда мы можем узнать, что у него минимальный режим 3,5 люмена, на котором он светит аж 152 часа. Есть 55 люмен режим средний на 15 часов и 220 люмен 4 часа 7 минут. А вот турборежим на 1200-122 минуты в принципе быть не может, потому что он, естественно, в турбо будет светить меньше. Мы это все дело замеряем, проверим. И ультрафиолет у нас светит 50 часов. Снимаем вот такую вот полупрозрачную бумагу, и внутри нас встречает не очень мелкий, а довольно-таки солидного размера фонарик. К нему есть вот такой вот зарядный провод USB на USB Type-C. И, кстати, по цвету совпадает с фонариком. На первый взгляд фонарик не такой уж и мелкий. Сейчас мы его, конечно же, померяем и взвесим. И вот здесь у нас основные характеристики. Батареечка 1500 мАh, модель, серийный номер и клипса мне уже нравится. Она практически потайная. Она не крашеная, что мне нравится, стираться не должна. Резиновая кнопка, вокруг кнопки вот такое вот кольцо. Оно здесь, скорее всего, не светится, светится сама клавиша. Также идет порт заряда. Естественно, у нас используется тир-оптика. У основного светодиода SST20, который светит на 1200 люмен, как мы видим, гладкая оптика. А ультрафиолетового светодиода, она довольно-таки интересной формы. Такая форма обычно используется для того, чтобы было равномерное распределение света. По центру мы видим вот такое вот темное пятно, естественно, там прячется лазер. И, конечно же, фишка данного фонарика — это вот такое вот переключение, как на фронтальных выкидушках. Переключатель пластиковый, из такого матового, чуть-чуть шершавого пластика. Зацепляется за палец хорошо. Первый режим у нас идет это лазер. Второй, скорее всего, ультрафиолет. И самый нижний режим — это основной свет. С него и начнем. Не включается, но зажигается зеленым клавиша включения, а значит фонарик заряжен. Насколько я помню, здесь 3 варианта цвета: зеленый, желтый и красный. А когда у вас уже красный мигающий, это меньше 10% и стоит заряжать. Не включается, скорее всего, стоит режим блокировки. В малыше это было 2 нажатия. В Minix 3 тоже с помощью 2 нажатий получается блокировка. Итак, давайте проверим режимы. Минимальный режим 3,5 люмена. Далее идет у нас 55 люмен, 220 и 1200. Включение и выключение мы делаем с помощью долгого нажатия. Долгое нажатие включили, долгое нажатие выключили. Естественно, должна быть память режимов. Давайте проверим. 55 люмен, выключаем, включаем, память режимов есть. Отлично. На мой взгляд, у фонаря получился довольно лаконичный дизайн. У нас есть основная клавиша, у нас есть переключатель режимов. И, естественно, впереди у нас ультрафиолет, основной светодиод и лазер. Никаких дополнительных боковых световых излучателей нету. И, в принципе, для кого-то, наверное, и для меня это плюс. Корпус у нас алюминиевый, анодированный. Цвет можете выбрать, какой вам нравится. Это синий цвет. Также есть черный, серый, титановый, золотой, зеленый и пустынный желтый. На мой взгляд, вот такой вот синий цвет один из самых интересных получается. Клипса довольно тугая. Я думаю, буквально несколько раз нужно прощелкать для того, чтобы дальше не перепутать режимы, потому что лазер, ультрафиолет, основной свет. Толщина 16 мм, ширина 30 мм, длина 102 мм. Магнит довольно сильный, даже открывает нож. Да, магнит у него действительно сильный. Я проходил с данным фонариком уже около 2 недель. И я вам скажу, первый раз со мной такое, что у меня претензии не к слабости магнита, а к его силе. Но об этом немножечко попозже, а пока давайте пройдемся по режимам света. Как я уже и говорил, переключение режимов идет так же, как и у фронтальной выкидушки, собственно, открытие ножа. И на самом деле это удобно. Вначале мне показалось немножко туговатым, но то ли я привык, то ли разработался. Сейчас вот идеальное усилие случайно вообще никак нельзя включить. Идет такой упругий щелчок.
И вы переключаетесь. Верхнее положение это лазер, среднее положение ультрафиолет и нижнее положение это свет. Запоминается быстро, перепутать тяжело. Весит данный фонарик 92,5 грамма, даже немножечко больше, чем заявляет производитель. И он реально ощущается в руке довольно массивным фонариком, но вот за счет вот этой ребристой боковой поверхности вариантов того, что он мог у меня выпасть из рук, вообще не было. Хотелось бы, конечно, прямой доступ к минимальному режиму и прямой доступ к турбо. Но я, если честно, не нашел. Режимы перебираются по очереди, то есть последний запомненный режим включается, ну давайте оставим на 55 люмен, выключим. Долгим нажатием включим, опять 55 люмен. Как попасть в максимальный режим, я не нашел. Ну, потому что, собственно, этого режима и нету. Есть просто поочередный перебор режимов. Двойным нажатием единственное, можем включить блокировку. Будет 2 мигания. И фонарик не будет включаться. Для того, чтобы разблокировать, жмем 2 раза и включаем в последний запомненный режим. А вот таким образом 3,5 люмена светят в подъезде. Вполне себе достаточно. Дальше начинаем повышать 55 люмен, 220 и 1200, если честно, уже идет избыточная яркость. И, конечно же, интересно, сколько данный фонарик держит максимальный режим. И он меня тут немножечко удивил. Итак, включаем. И видим, что до 30 секунд он вообще не сбрасывает яркость. А я вам скажу, это довольно-таки большая редкость, особенно для относительно компактных фонарей. Далее он потихоньку начинает сбрасывать яркость. И аж целых минуту 45 он светит до того момента, пока проседает яркость в 2 раза. Далее мы продолжаем ждать, когда же он полностью упадет в свои 220 люмен. И тут нас ожидает сюрприз. Он доходит до момента, когда яркость падает приблизительно в 3 раза, то есть до 400 люмен. И далее она начинает расти. И она вырастает примерно до 700-650 люмен. И я думаю, стоит похвалить Trustfire за такую систему контроля, когда он упал в 3 раза и потом вернулся назад, причем с падением меньше, чем в 2 раза. Я такое, если честно, встречаю впервые. Кстати, маленький фонарик, который за былые заслуги все время со мной, он тоже хорошо прогревается и для такого малыша хорошо держит яркость. И, естественно, моделька Trustfire Minix 3 SE тоже в этом деле не подводит. И, в общем-то, те 2,2 часа, которые заявлены, он реально будет светить с яркостью около 600 люмен. Вернее, яркость будет приблизительно от 400 до 700 люмен туда-сюда плавать. На такой яркости он будет светить. А для режима, который работает не 30 секунд, а, скажем так, час, это очень хорошая яркость. И самое интересное, он сохранил от этого малыша принцип распределения света. Но он выдает практически такое же световое пятно по форме, как и малыш. Ну, единственное, конечно, он поярче и чуть-чуть процентов на 20-30 это световое пятно больше. И такое световое пятно довольно-таки удобно. Вот таким образом он, к примеру, светит, когда есть немножечко дождя, немножечко снега. С минимального режима 3,5 люмена что-то видно. Это несмотря на то, что есть приличная боковая засветка. 55 люмен мы уже нормально все просматриваем. 220 люмен все отлично видно. И 1200, естественно, все залито светом. И просматривается, особенно глазом, ну, все в принципе как днем. Кстати, угол засвета общий, включая боковую засветку, довольно-таки широкий, около 160 градусов. Вот таким образом это выглядит, к примеру, в темноте. Вы скажете, на снегу любой фонарик будет светить ярко? Я согласен, поэтому, конечно же, проверил в самых неподходящих условиях для фонарика. Это черный асфальт, черная земля и дождь. И вот таким образом он светит. На 3,5 люмена, конечно, тут не разгуляешься. На 55 уже, в принципе, нормально можно гулять. 220 уже комфортно освещает все. Ну и, конечно, когда включаем максималочку 1200, все с запасом видно. В общем, оцениваю подобранные режимы света от Trustfire на отлично. Единственное, конечно, хотелось бы прямой доступ к минимальному режиму. Хотя я для себя нашел простой выход. Я просто переключаюсь в средний режим и включаю ультрафиолет. Яркость ультрафиолета здесь около 1 ватта. По люменам, честно говоря, не скажу. Вот так вот тепло ощущается. Если сравнивать с 2-ваттным ультрафиолетом, то он, конечно, послабее. Где-то 1 ватт будет. Ультрафиолет здесь хороший, без побочных засветок. Вот таким образом он выглядит в ванной. Как вы видите, керамику просвечивает. Керамика становится, естественно, коричневой. Следы жизнедеятельности видны. Всякие пластики, которые должны светиться в ультрафиолете, светятся. Недомытости на стене, естественно, тоже легко определяются. Ультрафиолет здесь реально толковый. Многие обзорщики говорят, что ультрафиолет это бесполезная шляпа. На самом деле это очень полезная шляпа, он реально полезнее красного света, если это правильный ультрафиолет. Я решил снять видео, кстати, про ультрафиолет. На данный момент видео, конечно же, еще не снято. Но вот вам такой интересный факт. Как проверить свежесть яиц. Светим на яйца. Яйца, естественно, белые. Переходим в ультрафиолет.
Какой цвет яиц? Глазом это что-то среднее между оранжевым и розовым. Эти яйца средней свежести. Если же яйца будут более свежие, они будут более розовые. Ну, об этом подробнее, конечно же, в полном видео про ультрафиолет. И куда мы денемся без классического теста проверка купюр. Как вы видите, вот этот элемент начинает ярко светиться. Также есть еще дополнительные вкрапления. В общем, купюру можно проверить с этим фонариком без проблем. Ну, это, конечно, хорошо, но намного интереснее проверять естественность, то есть натуральность продуктов. Об этом, опять же, будет все видео. Мне самому, на самом деле, стало интересно. Я когда услышал, что довольно-таки приличные обзорщики говорят, что это бесполезная фишка ультрафиолет, я с этим был категорически не согласен, поэтому решил снять видео. Но, опять же, ультрафиолет должен быть правильный, 365 нанометров длина, нет побочной засветки, и тогда все эти проверки можно будет делать. И, как видите, здесь отражатель ультрафиолета очень отличается от стандартного отражателя. Все для того, чтобы не было центрального пятна. И это реально удобно, потому что нужна равномерная засветка. И она здесь практически получилась. Немножечко сильнее в центре, но в целом мне засветка нравится. И вот эта вот черная точка по центру, это, конечно же, лазер. Включается он переключением рычажка вперед. Долгое нажатие и включается лазер. Здесь довольно-таки ярко, поэтому лазер практически не видно. Вот таким образом он выглядит, если светить в угол комнаты. А вот таким образом он выглядит, если этим лазером мы светим, к примеру, на рабочий стол, либо же на какие-то поверхности, которые могут отражать лазер. То есть это вполне себе яркий красный лазер. И, естественно, от него ничего сверхинтересного ожидать не стоит, но для того, чтобы поиграть с котом, что-то указать, его вполне себе хватает. Кстати, я его использую как очень-очень слабый фонарик. Вот таким образом я подсвечиваю коробку от ножа, которая будет скоро на обзоре. И если свечу на руку, как вы видите, можно даже определить, что же это будет за мультитул. Вы, наверное, поняли, что отсутствие одного люмина у меня заменяет в этом фонарике лазер и ультрафиолет. И, в общем-то, с этим делом они на ура справляются. Похвалю, кстати, клипсу. Клипса здесь в меру мягкая, в меру упругая. На карман садится отлично. А вот таким образом она залетает на карман. Но не обошлось, естественно, без нюансов. Если у вас, к примеру, в ветровке сверху лежат ключи, ну или что-то металлическое, вот сейчас на примере покажу, то когда они соприкасаются с магнитом, вы данный фонарик очень легко вытаскиваете из кармана, даже если это не хотите. Здесь очень сильный магнит. Вот первый раз магнит настолько сильный, что я бы хотел его немножечко ослабить. Он настолько рьяно прилипает к металлическим поверхностям, что, как вы видите, он даже получил некоторые царапины. Это было и прилипание, и вытаскивание случайно из кармана, и даже один раз чуть-чуть он падал. В общем, магнит здесь очень крутой и местами даже чересчур. А, кстати, как видите, здесь есть вот такие вот винтики. И я думаю, данный фонарик можно разобрать сверху и вытащить магниты, если не вам мешают. Но я это делать, конечно же, не буду. Хотя, если вам интересно, я разберу максимально, как можно разобрать этот фонарик в каком-нибудь коротком видео. Если реально интересно, напишите, разберем. Отвлекся от клипсы. Итак, на карман садится хорошо. А садится ли она на кепку? Если честно, я не проверял. Вот сейчас впервые проверяю. Садится хорошо. Держится крепко. И если вам нужен налобный фонарик с фиксированным положением, чуть-чуть вниз, очень неплохо, можно пользоваться. Ну, то есть на самом деле, вот, к примеру, на рыбалку этого вполне себе достаточно. И учитывая время свечения на 55 люминах, вам хватит его не на одну рыбалку. Конечно же, вот такие вот плоские фонари намного удобнее, особенно если носить на кармане. То есть я вот на карман повесил и ходил с ним практически 2 недели. Единственный нюанс, который у меня возникал: если я с той же стороны, где висит фонарик, ложил в курточку ключи, и это была легкая курточка, то была вероятность вытаскивания фонарика. Давайте проверим, будет ли он держаться на вот такой вот тоненькой металлической штуке. Вообще без проблем. Магнит очень сильный, и, как видите, есть небольшой нюанс, могут быть сколы. Настолько сильный, что я бы добавил даже тонкий слой пластика сверху, вот здесь, для того, чтобы не сбивать вот такую вот красивую анодировку. А она может сбиться, особенно если вы магнитите к чему-то, что немножко ржавое и очень металлическое. И давайте еще раз посмотрим, как он светит ночью, к примеру, в саду. Здесь как раз тест на дальность. И вот когда идет снег, видимость хорошая, как видите, на минимальном режиме, на 55 люмен. И даже на 220 люмен все видно. А когда мы включаем 1200 люмен, конечно, пробиваем все расстояние, но вот снежинки даже с перебором отражают нам свет назад. Как вы заметили, фонарик получился довольно-таки сбалансированный, хотя по цене он, конечно же, не является дешевым фонариком, как его первая версия. Но опять же, никто не отменял скидки. Итак, фонарик Minix 3 SE мне понравился. Если вы ищете универсальный EDS фонарик, который можно даже использовать как чуть-чуть налобный, к примеру, при креплении на кепку, то фонарик Minix 3 SE вам определенно подойдет. Мне понравился, так что данный фонарик я могу смело рекомендовать
Не пожалеете.